Всем привет! С вами Андрей, и мы начинаем новое прохождение This is the Police 2. Не понял, почему у меня же 2 зрителя и 2 лайка. Что какая-то фигня. Не, странно, все должно быть в порядке. Странно, ну ладно. Так это я выключу. Это я закрою. Это я открыл. Я открыл. Так. Захват игры есть. Так. Игра сейчас должна заработать. Hello. Не з ЮТУБЕ, OH хилотер, блядь. Hello. Привет, привет. Как жизнь, братан, как жизнь? Ой, блин, сейчас я, короче, буду много читать. Приготовьтесь к чтиву. Около часа ночи в полицейском департаменте Шарпфуда раздался звонок. Анонимный источник сообщил, что знает, где расположен штаб галстуков, банды наркоторговцев, недавно прибывших в город. Анонимные сведения редко оказываются ценными, но шеф Уэллс объявил поимку галстуков своей главной задачей, и поэтому тут же отправился по указанному адресу вместе с 2 своими помощниками. Он дурак. Не з ЮТУБЕ, жизнь хорошо. Жизнь кайф. Итак, как вы помните, в этом This is the Police первой части мы играли за полицейского, раскрывали дела, боролись с преступностью. Сейчас мы будем делать то же самое, только появились эти, как его, пошаговая стратегия а-ля XCOM. Давайте пройдем обучение. Левой ЛКМом. Все, я понял. ЛКМ, так. Это враги. Так, входим за этого. Надо спрятаться за полным укрытием.
Сейчас, насколько я знаю, нас убьют. О, еще один. Тут надо быть аккуратным. О, еще один идет. А еще заметит. Нет. О, один лайк, один зритель. Найс. Ну мы тут просто как бы идем за подсказками, ничего не делаем. Подозреваемый. Хрен с дитинкой. Все, обмяк. Вторым его арестовываем. Вот видите, 100% на арест. А это мы заходим с другой стороны. Да, может быть, тоже могут быть противники, ход преступников. Вот он идет. Он нас не видит, так как мы за полным укрытием. Блин, я бы этим сразу же подошел бы и арестовал. Если мне бы, конечно, ходов хватит. А не, вот еще. Так, выстрелите из тазера. Тоже 100% это его убьет. Обмяк. Теперь надо пройти на эту клетку. Это как бы 2 хода. Так, теперь надо перехватить, блядь. Часов. Почему на эту клетку нельзя? Я бы на эту клетку подошел и все. Ну ладно, будем действовать, как игра говорит. Перцовый баллончик. Он 100%. Перцовый баллончик и тазер 100% вероятность попадания. Хоть 4. Арестовываем. И этого тоже арестовываем. Насколько я помню, этого убьют. Этих убьют. Всех. Get on the ground. Underground. Кто играл в Need for Speed Underground? Я играл во вторую не играл, а в первую задротил очень сильно. Зачем подходить, если тут окна? Зачем стрелять? Кстати, тут не 100% вероятность. Видите, в руку попасть. Там 60 чем-то. А у нас только рука доступна. Окей. Минус рука. Он не может стрелять, и он истекает кровью. О, все, нас заметили.
Там он побежал к своим. Надо взломать окно. Хунгом. Взламываем окно. Почему на эту... Какой смысл на эту клетку вставать, если нам надо штурмовать дверь? Игра, алло. Зачем вставать под дверью, когда можно можно по бокам встать сюда? Ну ладно, понятно, нельзя встать сюда одним, сюда одним и ну окей, сюда одним. Все. То есть один стоит здесь, второй здесь, третий здесь. Все, наших минус. Дебилы, потому что ноябрь, 21 ноября. Продолжить. But today I wasn't so lucky. I mean, it wasn't just a regular funeral, was it? All Sharpwood showed up. Can you imagine? I had a teacher, Mrs. Dawson. I haven't seen her since the 3rd grade. Figured she'd moved or died. I mean, it's not easy to lose track of someone in this town, right? And today I'm looking at her in the crowd, all alive and healthy. Imagine, right? And the crowd was huge. It wasn't even a crowd, more like a whole river of people. I mean, you look at all of them and you can't even see the end. All the roads were blocked. Just thinking. It's weird. There's this dead guy who's making it so an alive guy can't get his groceries on time, right? I mean, I just wanted to say, I really respect Sheriff Wells. He died a hero, right? Ask anyone. Everybody says he's a hero. But I'm just saying, I got a job to do. I don't want to lose it. Nobody wants to lose a job because it's not easy to find a new job in Sharpwood, right? So, The money's right there in front of your nose. Don't bother with the change. Mr. Nash, thank you. I just wanted to say that you don't need to call Mr. Summers. I mean, he'll be yelling at me either way. I deserve it, right? I'm just... Oh, by the way, those cigars you asked about? Caesars, right? Mr. Summers said we normally don't have them in stock, but we can order them. Maybe it'll take a couple of weeks or so, but what's a couple of weeks when it's a quality product, right? I remember one day I was looking... Forget it. I don't know how long I'll be staying. Oh, I hope. I mean, I hope that you won't be leaving too soon. You're like our best customer. Oh, or at least one of our best customers, am I right? I know there's a lot of stuff going on. Lots of folks are leaving. Even Pale Charlie left, and he's even older than you. He's 90 or something. Maybe even 100. I mean, I'm sure you'll find yourself a decent job, right? I mean, have a good day, Mr. Nash. This is the police 2. Это, извините, что так громко, я уменьшу громкость. Hey, Lily.
So we're getting rid of this thing tomorrow? What? We do what? That drawing thing in the hall. We're taking it down tomorrow? I already called Uncle Dimitri. He'll cart it off for us. Might even get a couple of bucks. Whoa. First, it's not a drawing. It's a tapestry, okay? A beautiful work of art. You didn't notice, did you? Second, it's hanging there for a reason. And third, and most important, Oh, you mean that drawing in the hall? Great. I'll get a hanger tomorrow so we can put the TV up there. And maybe a VCR, too. What do you think? Jesse, we are not taking down the tapestry. TV? That's not a bad idea. Sure, but I was thinking, well, I thought we could put a snack machine here. I'm tired of having to drive 20 minutes over to Bad Ears gas station for smoked cheese in the middle of work. Like I've got nothing better to do, right? As if You see how much space that giant thing takes up? We can put a TV up, an arcade game, probably even a pinball machine. Speaking of which, my son moved in with his wife and dairy, so we've got an extra VCR. Only thing is, he took all his videotapes with him, so we can't... Oh, no, tapes are no problem. I've got lots of tapes. Plus, if we tell the guys that everyone's bringing in a couple of movies, then we... Look, I just need you to... Hey, what kind of movies you got? All sorts. Bloody Shirt 2, Bloody Shirt 3, Bloody Shirt 4, Hard-Boiled Women, Demons on Fifth Avenue. And you've got that movie where this pilot is flying around the earth, but he's running out of fuel over the ocean, so he makes a deal with Satan, and Satan sends him to fight an army of skeletons, and the skeleton general, you can't fuck with him. Yeah, that's The Wind Blows into Hell. One of my favorites. Goes without saying, that's every man's favorite movie. Am I right or am I right? When I saw him at the end, when the girl throws the sword into the fire, my heart jumped out of my chest. Betty almost needed to call the ambulance. I swear to God. You need to take better care of yourself, old man. I've also got this movie. It's actually a cartoon, but it's for adults, This guy gets the ability to undress people with his mind. So he goes into work, and he works in a bank, and his boss is a real bitch. But the bitch has some great boobs, and she calls him over to her. Tomorrow. We'll just discuss it tomorrow. And she says there's some problem with this quarterly report. Some kind of paper got filed in wrong, and he asked, like you should... What the hell, Gail? Sit down and get ready to type. We agreed. Lily, we'll finish that damn letter of yours tomorrow. And if we're lucky, we'll even... Gail, take off your stupid hat and get back to your desk. I'm the sheriff and you'll do what I say. I'm the sheriff. Lily, you do know you don't have to be such a bitch, right? Bad Ears gas station closes in half an hour, so if we don't finish this stupid letter in the next 10 minutes, I'll be out of smokes until the morning. And if that happens, I'll be coming into work in a bad mood tomorrow. And if I come into work in a bad mood, Just shut up and type. Okay. I'm ready. And for God's sake, let's stop taking half an hour on every sentence, okay? First, read what you've got so far. Of course, we won't be able to pay you serious money. It's like we won't be able to pay you anything at all. But I hope that you feel the same as me, that the safety of our native town of Sharpwood is a question of duty and honor, and not of material gain. No, not just the last sentence. Read everything from the beginning. Lily, come on. Read it from the top. Dear Captain Carter, I imagine you've already heard the sad news that has prompted me to write you. I'll be frank. This letter you're holding is a plea for help. The police department of Sharpwood All right, was deprived. That's enough. I can't take it anymore. We'll just pick up where we left off. Do you think Captain Carter will even read this? Lily, let's just finish it. And then... They got him. The guy from the flower shop, remember? He's one of the neckties. We're sure this time. Where are they taking him? Are they bringing him here? They already did. He's here. Did he have the goods on him? Has he said anything? What does he know? Well, you want to find out, or you're just going to sit there? What happened to him? Well, as far as I understand, he had a hard time getting into the car.
Right. Didn't like getting out of the car either. And he really didn't like the stairs. And when we handcuffed him, wow, that was no fun at all. And then when he sat down on a chair, he accidentally... Cut the shit, Charlie. What? The sheriff asked a direct question, and I'm trying... Get out! All of you! Lily, I think it'd be best if you just... What's the problem, Gail? Isn't it best if the sheriff interrogates important suspects? Isn't it great when the commander takes a personal interest in the work? Don't you think? Okay, guys, you hear that? Let's get out of here. Они заколебали болтать. Сейчас я убавлю звук. Это у меня наушники. Вы тоже слышите этот звук? Странный. Да. Не, это в игре. Не зро Туби, мне кажется, зря она все спрогнала. Да я не слушал, я ездил дверь закрывать. Так. Не зро Туби, и есть проблема, счетчик подписчиков иногда закрывает текст. Да я уже заметил. Сейчас я его переставлю куда-нибудь. Он в верхний угол. Сейчас, секунду. Так. Где вот? Шел. Вот так вот. Так. Ты твои дружки забанили шрифа Шарфуда в засаду и подло убили. Вы галстуки вообще не представляете, что теперь вас ждет. А ты ведь из этих мест, да? Уверен, ты слышал, что что наш шериф Уэльс погиб. Что тебе об этом известно? Вот. Никакой я не местный, и про шерифа твоего впервые слышу. Я тебя тоже впервые вижу. Ты тут секретаршей работаешь. Да. Отпадло шутить тупо. Говнюк. Вот. Да что с тобой разговаривать? Ты ведь даже 2 и 2 сложить не можешь. Ты хотя бы в школу окончила. Может тебе записаться на кулинарные курсы или что-то в этом роде? Вот хамло. Мы провалили. Лол. You could at least hide the suitcase. What? Oh, this? It's just... Charlie,
Shut your trap and get ready to question the suspect. По-моему, ролики ни хрена тише не сделались. Вот ни хрена. Lily, I just want to... You do understand, Gail, that this will soon be over. All of this. You understand that, right? I know, Lily. I know. I need to finish writing that letter to Captain Carter. Да кто там? Hello, my name is Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I'm here to solve your problem. ЮТУБЕ, кто на этом канале ответственный за колокольчик? Excuse me, what? It's not so nice to run to the Так, toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. Не бракованный Once выдали or twice, and by then you're already frozen your butt off. And it's lucky it's Это the only YouTube thing you're frozen говно. off. Believe me, Не I know what обещает I'm talking about. ни хрена. And you know what Хотя I'm нет, talking about, ты too, зашел don't как раз под начало. Listen, this Так isn't что my все house. хорошо. I'm just Не renting. all the better. So the homeowner will pay for everything, while you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. We'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. You're right. I'm here a little after hours. Mr. Well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. Что, серьезно? The toilet inside your house is doubly good at night, right? Do understand your needs, sir. Так это I же... myself have to run to the toilet outside for 20 years. Так это же every хорошо, night. что But when I он finally вылез got the toilet в inside my рекомендациях. house, I Please go. Just Значит, go. I want you to это... leave. I know what you're thinking. You Как think that in снять? such a small house there's simply no room for YouTube a будет toilet. But I рекомендовать assure you, if этот, you just allow me мой to come in канал for a Leave moment, right now. больше. I'm asking you to И leave. больше I народу just его... want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you По-моему, need to сейчас go in the он middle of the психанет. night, you'll remember me and think, damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So why don't I've we... asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now, you won't last a week. Я бы ему пулю всадил. В башку. Не ЮТУБЕ, он русский, у него русский акцент и шапка-ушанка. Спасибо, Кэп. Тогда это я тоже заметил.
Изид, здорово. Не зро Тубе, после русского мужика ему что в русскую рулетку сыграть захотелось, Ди. Да, видимо, так оно и есть. Так, чай, ты принесли меня. Не зро Тубе, привет, Изид. Ты виновен в том, что тебе говорят. Что я понял. Я виновен только в том, что хотел позаботиться о себе и своей семье. Мне очень жаль, что я взялся за это так поздно. Изид, чё, Андрюх, как сам? Не зро Тубе. Ну, я хорошо. И неплохо. Так, почему ты сбежал из Фрибурга? Фрибург это, короче, первая часть. Я сбежал. Я не сбежал, я взял время, чтобы перегруппироваться, а потом вернуться и очистить свое имя. Я никогда... Так, иногда отступление это единственный путь к победе. Я сбежал, потому что не хотел умереть в тюрьме. Я знаю, как много про каждого влиятельного мерзавца в этом городе, что мне бы просто не дали дожить до суда. Что мне отвечать? Голосуем. 1-2. Верхняя это 1, нижняя 2. Голосуем. В чате. Жду. Давай, жду. Ну, так, Т2, окей, 2. Не зро Тубе, но я бы 2 нажал. Окей, 2, так 2. Не зро Тубе, ему бы реально не дали бы до суда дожить. Да, я знаю. Так, почему на самом деле ушла мама? А вот тут я не помню. Потому что решила, что хочет с этими 13-летними страховыми агентами, а 13-летним страховым агентом, надеюсь, он был хорош в постели. Или Салли, ваша бабушка однажды сказала, что я уже совсем старик, и что у меня нет... Сука. И что у меня нет энергии. И поэтому Лора ушла от меня. Тогда я не придал ее словам значения. Но теперь мне кажется, что именно в этом было и все дело. То же самое. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2. 1-2.
Давай. Голосуем. Кто первый, того и тапки. Давай, кто первый, того и тапки. ЮТУБЕ 2. Так. У тебя тоже был роман на стороне. Это чё? У тебя тоже был роман на стороне. Я не могу так сказать, хотя... ЮТУБЕ. Первое какое-то слишком гневное и без аргументов. Ну да. Я не могу сказать, хотя бы потому, что мы с вашей мамой к тому моменту жили раздельно, да и трудно назвать романом отношения. Загорелась у пацана, Ди. Отношения двух людей, которые просто часами говорили по телефону и так иногда и не встретились, и так никогда и не встретились. Это у вашей мамы был роман, а все, что потом случилось у меня, не более чем увлечение. Наивная любовная фантазия, как и не ставшая реальностью, так и не ставшая реальностью. В любом случае, все, конечно, сейчас мое увлечение хочет засадить меня за решетку. Но я думаю, тут первое. Тут, я думаю, все согласитесь, что первое. Зачем ты связался с мафией? Вот это интересный вопрос. Я не связывался, эта мафия не оставила мне выбора. Когда угрожает развесить голову твоих детей на люстре, ты сделаешь ровно то, что от тебя требуют, без сомнений и лишних вопросов. Или я связывался с ней, потому что мафию нельзя победить, лишь контролировать. И глядя на раскрываемость преступлений в Фрибурге, должен сказать, что мне неплохо это удавалось. Вот какой из этих двух? Первое, второе. ЮТУБЕ, да ты угадал, первое опять-таки нормальное. То есть вот тут первое. Так, ты убивал людей.
Я никогда не убивал людей, так, я никогда никого не убивал, у меня много пороков, но я не убийца. Или я Не ЮТУБЕ, но второе как-то по-настоящему смотрится. Я никого не убивал своими руками, но я отдавал приказы, которые приводили к гибели людей. Иногда эти люди были плохими, иногда они слишком. Не ЮТУБЕ, Но задержка в минуту. Не ЮТУБЕ, вам решать, делать ли это меня убийцей. Че, реально задержка в минуту? Охренеть. Задержка какая-то длинная. Ну ладно, ждем минуту. Ждем. Мы никуда не торопимся. Я склоняюсь ко второй версии. Потому что у меня идет стрим на телефоне, я смотрю с другого аккаунта, у меня идет стрим секунд 30. 2. Ники 2. Не ЮТУБЕ, 2. Как твое здоровье? Я чувствую себя, несмотря Не на... ЮТУБЕ, и из-за задержки ты подумал, что я про мафию первый ответил. А, да? Ты про Не мафию? ЮТУБЕ, ну да ладно. Да ладно, пофиг. Тут ничего не меняет. Как я... Это просто ваша история. Все. Так, тут как твое здоровье? Я чувствую себя хорошо, несмотря на расставание с вашей мамой, побег от федералов и 2 пережитые комы. Одно знаю точно. 3-ю кому я не вынесу. Не жалуюсь, но мне бывает одиноко. Я и боюсь, что новых друзей я здесь не заведу. В любом случае, новые друзья в моем возрасте уже ни к чему не ведут. Разве что к одним похоронам. Разве что еще одним похоронам. Ну, вы поняли. У меня, кстати, идет стрим, вот вы не поверите. Я смотрю... Не ЮТУБЕ, ну первое это лютый сарказм. Ну, что значит второе? Или первое все-таки? Не ЮТУБЕ, так что если здесь выбор, то 2. Окей, 2. Как вы поживаете? Как вы пожелаете? Так, окей. Почему ты просто не ушел на пенсию? Я ловлю преступников. Это все, что я умею делать. Это все, чем я хорош. Я не ушел на пенсию, потому что любил свою работу, и мой возраст не мешал мне ее выполнять. Или второй. Да, потому что мне ни к чему было возвращаться. Меня ждал пустой дом и грязный сарай. Чем я занялся бы? Сельским хозяйством. Все мои инструменты давно зажарели. Через неделю такой пенсии... Не ЮТУБЕ, я потому что пенсия маленькая. Я бы пустил себе пулю в лоб.
Я так понимаю, первое. Или второе. Первое. 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 Второе. Я закрывался говорить. ЮТУБЕ. Первые. Ди. Первое. Чего ты боишься? Я боюсь, что меня поймают, запрут в клетку и выставят на показ словно циркового уродца. И все, что останется в моей власти, это раскроить себе череп и прутья решетки жестко. Я боюсь, что у меня никогда не будет шанса реабилитироваться или хотя бы объясниться перед законом, перед Фрибургом, а главное перед вами. Вы больше всех заслуживаете объяснений, потому что я и взялся за это письмо, поэтому я и взялся за это письмо. Ну, я думаю, второе. Первое, второе, первое, второе, первое, второе, первое, второе. Второе, первое, второе, первое, второе, первое. Первое, второе, первое, второе, первое, второе. Долго думаете? Второе. ЮТУБЕ. Второе. Что ты планируешь делать дальше? Я во многом изменился, хотя предсказуемости по-прежнему нет. Я среди моих ЮТУБЕ, пороков. что называется, полностью согласен. Я знаю, что я должен что-то сделать. Вопрос лишь только в том, как далеко мне придется зайти. Я не могу сказать вам этого, но не потому, что я не доверяю вам, а потому, что я сам могу лишь догадываться, что мне придется, на что мне придется решиться в следующую секунду. Вот это хороший выбор. ЮТУБЕ. Недолго думаем, а долго ждем. Но она почти трансляция идет быстрее, чем чем твоя трансляция. Это странно. Хотя я смотрю трансляцию со второго аккаунта, который никак не привязан к моему каналу, на который я стримлю. ЮТУБЕ. Вот сейчас ты дочитал второе у меня. Ну чё, второе или первое?
А мне на стрим показывать, как я это жду тупо. Я жду первое или второе, первое или второе, первое или второе. Продается первое и второе место. Продается. Раз. Не ЮТУБЕ, второе давай. Наконец-то. Фу, слава богу. We could hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the phase 3. Phase 3 is where We don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Frasetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. 2 weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I bet there's 4 or 5 armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's 2 at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already... Well, you and Corey, go check it out. Take Не 2 cars in ЮТУБЕ. case it's not Вот just an old смотри, man living in the когда ты house. стримишь, Whoever я you find вижу there, картинку bring them через in. примерно And минуту, don't и forget потом about the после heroin. того, как я Rest of you отправил will come with me to сообщение storm на their стриме, headquarters. я его увижу тоже примерно через минуту с копейками. Вот я так долго и отвечаю. Странно-то. У нас получается разное время. Время отклика, то есть. Я смотрю стрим не с моей страницы ютубовской, на которой канал я стримлю. Я смотрю свой стрим с канала второго, который никак не привязан к Не моему ЮТУБЕ. основному. Грубо говоря, ты успевал дочитать варианты, когда у меня ты только их увидел. Жестко. Ладно, пофиг. Все события, требующие вашего внимания, отображаются иконками на макете шарфуда, а также карточкой в списке вызовов. Типа надо отправить. Понял. Кстати, теперь хорошо сделали. Теперь не надо гадать, выполнить, и хватит очков умения, грубо говоря, полицейского, чтобы выполнить ту или иную миссию. Он сразу тебе дает, сразу показывает, сколько тебе надо очков умения полицейского, чтобы выполнить тот или иной квест.
Вот видишь, у меня сейчас Флетчер 350 и 250 еще было, значит это 500. Так, это стоп. 600, по-моему. Да, 600. Что-то я 350 и 250 до 600. То есть они по-любому выполнят задание это. Так а что это за задание? Ты верно в форсете. Галстуки прячут крупную партию героина в доме на окраине. Сейчас дом арендует какой-то старик. Вероятно, он в сговоре с галстуками охраняет товар. Окей. Погнали. Виу. Приехал. О, блин, как громко. Минус уши. Department. No. Look at this. No, well, just look, Corey. You couldn't find anyone better to watch the goods? Oh, they just didn't bother. Or are we missing something? What do you think, Corey? Think we're missing something? Huh? Is there some kind of special meaning to the fact that we got drunk, dirty grandpa here, sitting in the shack watching the goods? Maybe we need to crack the code here. Huh? Well, any ideas where they hid the powder? How about you look around while I... Кстати, Хеверейн скоро выйдет, и я буду его проходить. Готовьтесь. Жестко. You. What's your name, old man? Boy. What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is Nash. Warren Nash. I'll tell you something, Warren Nash. The Jackboy. 15 years on the force. I've seen all sorts of dirty shits. This town isn't exactly upscale, in case you haven't noticed. I've caught thieves, caught rapists, murderers, and drug traffickers. All part of the job, you know? I'm doing my job. Nice and easy, like a professional. But here you are. This filth, you don't make it easy to be easy. Хеверейн, Детройт и Beyond the Souls. With scum like you, I can't. Хеверейн уже I just выходит. can't keep up the cold-blooded professional attitude. I just can't. You know why, Warren? Because. Ай, громко. I'll be Минус just a уши. second, all right? Shit, Charlie, what the hell? Do you want... Corey, just look for the fucking drugs while I'm busy with the fucking suspect, okay? So, Warren, filthy things like you drive me nuts. Because you think that we'll never catch up with you. You think the police can't do anything. You think we just rescue cats from trees and help old ladies carry their bags up to the porch. You believe, you really believe that we'll never get to you. So you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, Warren? Hey, Я успел на распродаже его You купить. hear that, Warren? He found something. Next time,
Hide it better. Ой, ёпселуть. Well, this looks like 27 keys of heroin to you? I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, that sounds like 27, right? Yep. Yep, looks like 27. So what are we thinking here? You load it up in the car and I'll pack up the old man. And any of this other junk we might need. Не зро Тубе, он бы к психологу сходил. I'd like, I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sheriff Reed. You can talk all you like, but if I were you, I'd wait for my lawyer, Mr. Nash. I don't, you said you're the sheriff? That's what I said. No, I'm just, are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. You could, do you have the authority to... Look, I'm wearing a shiny star on my chest. I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff. Sheriff Reed, right? Great, Sheriff Reed. I need to talk to the sheriff, and you're the sheriff, so it's even better. I mean, older sheriffs sometimes... Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I'm not talking about that. I just want to say that there's been a mistake. And I want to help you out here because There was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks, and you know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's but that's not important. It's not that I'm trying. Listen, Sheriff Reed, you have to listen to me very carefully. I'm a policeman, just like you know? Oh, so you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, it's much more complicated than that. My name isn't Warren Nash. Yeah, I already knew that. Your fake documents are so bad they practically fell apart in my hands. If you let me explain, would you like to see my real document, Sheriff? Look, that humidor, you see it? What? That little box, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box. It's locked. We'll crack it open in the morning. Wouldn't you rather open it now? Please, Sheriff Reed, let's open it now, and I'll try to explain everything. I'm in a very difficult situation, and I'm asking you to listen to me. Just open the box, and you'll find my passport in there, my real passport. My name's Jack Boyd. The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for $90 at the rail station. Please, just open the box, and I'll explain everything, please. You say you were a cop, huh? Yes. I was a cop. I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I assure you this is all just a huge misunderstanding. And the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's an injustice that I want to correct. And I'm asking you to help me. Sheriff Reed, let's talk.
I'm begging you. Sheriff Reed, let Do me... you even know what you've been accused of, Mr. Boyd? Let's just say I don't know if you know what happened in Freeburg last winter, but it had nothing to do with the law or justice. I was used. You do understand that I have to report you to the feds, right, Mr. Boyd? Sheriff Reed, if you do this, you just continue this. I believe that cops should help each other, so I just want to say you seem like the kind of person We've known each other for 5 minutes, Mr. Boyd. I doubt very much that I've made any impression on you at all. Whatever you've got yourself mixed up in, I hope that you find justice, if that's really what you want. But for now, all I know is this. You're a criminal, and they're looking for you. Your folder. Your folder. That's a case file. Can I see it? Excuse me? I worked as a detective for years. Even when I was chief, I did half of my detective's work. If you're having trouble with the case, I'm sure I can help. Cops should help each other. My exact words, right? You think that I'm... Listen, Sheriff Reed, what do you have to lose? You're the head of this police department. You've got to think rationally. I'm not trying to teach you how to do your work. just for a minute, forget about all this whole awkward situation, okay? Right? You have an unsolved murder, and there's someone standing right in front of you who's offering to help. Maybe I'm an imposter, and I can't actually do anything. Maybe I'll even turn out to be a lunatic, scatter the file around the cell and dance around like a wild monkey. But maybe, just maybe, I really am an experienced cop who can help you find your killer. Don't you want that? Don't you want to give me a chance since you've got nothing to lose? Don't you want a real criminal in prison, not some sorry victim of circumstance like me? That's police work. Catching the real criminals, right? I guess I'm going crazy. Я так не люблю эти расставлять в попке. Файлы, эти картинки. 1, 2, 3. Ай, господи. Фу. Ну, супруга навряд ли такой бы смогла. Будем отталкиваться от мужика. Так и была, так это супруга. Но тут уже подозрительно, потому что она гонит на рестлера, хотя сразу же гонит на рестлера. И говорит, что она была у соседки, заходила соль занять. Это уже странно.
Понятно. То есть, то есть насрали кровь. Обнаружила Катерина, соседка. Она посидела немного. То есть она там посидела. То есть, в принципе, у этого было время, чтобы его кокнуть. Это уже не пользую. То есть она могла в порыве гнева убить мужа и расчленить. Типа мясо. Ну точно это она, потому что типа расчленила это типа ножи мясо, типа, ну поняли. Ну, короче, я склоняюсь, что это жена его. Окей. Жена. Так. Ссорится. Так. Так. Сначала подает бутылку, потом режет его и подходит к нему и режет его. Не. Так, подожди.
Да, Не жена. ЮТУБЕ, ну тут точно жена. Только я туплю. Не ЮТУБЕ, тебе даже 3 миллиарда подсказок дали. Не ЮТУБЕ, на фотках. Только я туплю. Я не могу тупо. Так, подожди. Так, сначала зашла, потом Не стала. ЮТУБЕ, в магазин она уже в последнюю очередь зашла. Да, будет такое делать. Окей. Это типа она дает суп, потом подает Бобу бутылку. Что погоди, не сходится. Может, погоди, может вот так. Да, есть. Look, Я гений. Lily, are you there? Lily? Lily here. Come in. Can you grab the box of flashbang grenades and get over here? There's no time to lose. Lily! Copy. I'm on my way. So? I'm not seeing anything. Lily, it's time. Yes, just let me look at the plan. Lily, we've got everything covered. Gail, I need to take a look at the plan. Gail, the plan? Lily, do you want to look at the plan or do you want to change the plan? I need to see the plan before I decide whether I need to change it. Gail? Но не подготовил его 100%. Чекпоинт. А что нужно сделать? Допросить галстука, собрать информацию, снарядить и начать штурмовую группу. Обычно к штурму готовится в течение нескольких
дней, но на этот раз Гейлу пришлось набросать план в спешке. Дебил. Возможно, вы захотите изменить что-то. Вот. Так, разведка. Так, для разведчиков что нам надо? Баллончик, баллончик, баллончик. Это что? Не, давайте, подождите, всех снимем. Так. Распределение. Что это может? У него все прокачано. Вот это вот этот. Главный вход для того, кто хорошо стреляет. Хорошо стреляет вот этот. Интеллект. Как? Блин, у тебя интеллект пошире. У тебя тоже. У тебя интеллект хороший. Так. На скрытность. Да нет. Короче. Все, погнали. Yes, let's get him over here. Someone needs to go get Canan. Does anyone know Canan lives? Jesse, grab that blue bag over there. Bring it over here. I'll call him. Bring me that bag. I'll call Canan. The bag, Jesse. Jesus, Jesse, we don't have time for that. Bring me that bag. No, come on. Lily, put pressure here. Press there and don't let him. Make it? You think he'll make it? Кого-то убить. Ну или ранили. We need to put something under his head. He's dead, Lily. Lily, he's dead. Gail's dead. Гейла убили. Не зро, Туби, мне уже страшно. Да мне тоже.
Да, можно было бы как-нибудь... Можно было как-нибудь иначе. Я же все распределил правильно. What was his name? I mean the deceased officer. What's his name? Gail Greenberg. Were you close? No, but... No. We went to school together. Sheriff Reed, Sheriff Reed. Ha! Sheriff Reed. If my dad could hear you say that, he'd die of laughter. He'd laugh like a madman, choke on his favorite meatballs even. Sheriff Reed. Call me Lily. My aunt lived in Freeburg. She sold flowers. Had her own store, a little shop. My mother and I used to visit during the summer. You have warm summers there. Warmer than here. Anywhere's warmer than here. So, what happened in Freeburg? Mr. Boyd? That's a very... I'm sorry. Forgive me, Lily. I begged you for a chance to tell you everything, and now I don't know where to start. You were slandered? You could say that. So you aren't guilty of anything? I'm plenty guilty, but not what I've been accused of. I was just a fool. A blind fool. You're right, Mr. Boyd. I'm sorry? The sheriff's job is to think rationally. I figured I might be a shit cop, but at least I can think rationally. Now I'm not so sure. Lily, listen to me. You aren't guilty of anything. I've been a police chief going on 13 years, and I can't say that I never... let's just say it's a difficult job. It gets complicated. And to put you in this position, it was, I just want to say Don't that... be shy, Mr. Boyd. I don't make much of a sheriff. Is that what you wanted to say? Because I completely agree with you. Lily, listen to me. I'm a policeman. Whatever position I'm in now, whatever this is, whatever my official status, I'm still a policeman. I'm a policeman and I know how to do this job. And I will help you. Cops should help each other. Isn't that what we were talking about earlier? Don't you agree with me? What was it you said, Mr. Boyd? Maybe you're an imposter, maybe you're crazy, but maybe you... Honestly, I don't even know if I... Lily, why are you pointing that gun at me? Can I get out of this cage? Lily? Yes, Mr. Boyd. Yes, you can get out of the cage. You want me to... Well, I guess I'm asking. You want me to get to work? What is it you want me to do exactly? You can get some sleep in the break room. It's over there to the left, the dark green door. I'll still be here in the morning, and in the morning we... Well, we'll figure this out. Tomorrow you can gather up your things, Mr. Boyd. Yes, I just... this letter, I'd like to send it as soon as possible. It's for my children. It's important. I can mail it for you. I don't mind. I've got a letter to mail myself. Lily, I wanted What? to... You want to know if I'm going to call the Получено feds? достижение. No, I won't call the feds. Do I realize that means I'm breaking the law? Yeah, I know. Do I understand that you could make a run for it at any time? Yeah, I know that too.
Ты типа шутишь? Не ЮТУБЕ, мастер See you in the манипуляций. morning. Да мастер во всем. Он мастер влипать. Он мастер коммуникации. Он во всем мастер. Ноябрь, 22 число. Any other questions? So how long you been working undercover? Since February. So you're like our new sheriff now, huh? Mr. Nash will partly take over management of the department. Some of you will now be his subordinates. Bad news, Cliff. I'm still the sheriff. Well, if you understand everything and there's no more questions, then let's... Wait, I have a question. When are we going to take that thing down? I meant questions for Mr. Nash. Then I have a question for Mr. Nash. Mr. Nash, when are we going to take that thing down? When are we taking that thing down? We're not taking it down. Sorry, bud. Looks like it's staying up. That's enough. Everybody back to work. It was Не Sheriff ЮТУБЕ, Wells who hung that даже в tapestry сфере here. нанотехнологий он, мастер. He said he made me his first deputy because I was the only one who understood what it says. Well, now there's two of us. Самое интересное. Пенкин. По-моему, тут будут чуваки с первой части. Муратян сразу это пьяный на работу пришел. Жесть. Я буду так делать все это, потому что лень. Так это чё? 516 in progress. Что карта какая-то другая была. Так, бар Смели Клоус. Пьяный рабочий припарковал свой грузовик так, что заблокировал выезд сразу нескольким машинам. Когда владельцы двух авто попросили его отогнать машину, мужчина забрался на крышу своего грузовика и приказал псина внизу заткнуться. Вот дебил, 300 надо отправить. Да, Мурадян, чтоб ты разбился.
28 косарей. 28, да, косарей у нас. Так, бедный рабочий стоит на... ЮТУБЕ. Иногда лучше самому все распределить. Да мне лень. Пьяный рабочий стоит на крыше грузовика и мочится на людей. Что ты, дебил? Стреляй. Я знаю, ты сможешь. Нет, хотя стоп. У него переговоры. Молодняшку прокачанный. Преступник пойман. Я чуть не хочу Муридяну этого стрелять, потому что он пьяный и он это косой еще. Он может скосить. О, повышение. ЮТУБЕ. Правда, из-за таблички со сбором мы не видим ни времени, ни денег. Блин, ну и куда его брать? Сейчас соберу. Собака. А по звуку как нормально, потому что у меня игра по ушам бьет. По ушам бьет. Где этот сбор? Ну так, хотя бы. Стрелок. 551 in progress. Попытка ограбления. Вот тут 190. Да, езжайте вдвоем. Там нормально. Да. Да блять. Задрали. Девушка. ЮТУБЕ. Мне кажется, он скорее в другом городе случайно кого-нибудь убьет, чем попадет туда, куда ты ему сказал, Ди. Ну, может быть. Девушка с урной в одной руке лезет на улицу через маленькое окошко хранилища. Увидев копа, она кричит: «Не трогайте меня, я пытаюсь исполнить последнюю волю моей, своей любимой. Ее родители скорее сами подохнут, чем дадут мне развеять ее прах». Чё за хрень? Так, у кого переговоры есть, ни у кого нет переговоров. Хватай. О, у тебя сила есть.
Да, блядь. Не зро тубе, можно наехать на того, кто выеживается. Да ну, блядь, вот из-за этого спурлок, блядь. Ладно, похуй. Машина в полицейской форме стоит на въезде в город и едет тормозит всех подряд, требует деньги. Непорядок. Спурлок, сейчас одна поедешь, твою мать, я больше тебя не возьму. Куросава, на, музыка, давай, и езжайте на выезд. Закончилось, кстати. Это первый день. Мужчина в полицейской форме стоит на обочине и считает деньги. Он переговаривайте. Да, блять, вы задрали. Не зро тубе, иногда очень полезно, особенно когда нормальные копы в дефиците. Стреляй. Да ну, иди. Не зро тубе, можно было бы поржать и выбрать третье. Так. Берч третий. Шине. Ты же не работала. Не зро тубе, и я вообще ничего прочитать не успеваю. Так ты же это... Я же читаю, типа... «23 ноября». Did I miss something? No, I just want to move into the office where you were working yesterday. So you're moving into a smaller office? I'm moving where I'm more comfortable. That's the office I used to share with Gail. It's probably too big for me, but it'll be just right for you. Can I help? Да обучение тут I такое. don't like people pawing my stuff. You could get a bite to Здесь eat. понятно, I'll что надо У делать. меня этой игры нет и прочитать сам не At могу. least I can handle Так this. ты на паузу. Okay, then Паузу I'll go прожимай. down to the dining hall then. Не зро Call me тубе, if you need me. оставить стрим на паузу, не вариант.
Почему не вариант? Ah, Mr. Nash. Glad we have a chance to get acquainted again. This time under better circumstances, huh? Our first meeting didn't go so smooth. You really must forgive me, Mr. Nash, for being so rude to you. It was rude of me to arrest you. You gotta admit, you don't really look like an undercover cop. Am I right, guys? But I didn't hit you too hard. I tried to be delicate with elderly gentlemen. I'm not some kind of monster. I didn't mean to offend anyone. You really shouldn't be offended. We're all grown-ups here. Why be offended? Why are you offended, Mr. Nash? I gotta say, I expect more from a senior police officer. Well, I don't know. More professionalism, you know? You seem like the kind of guy who sits behind a desk doing paperwork. Am I right, Mr. Nash? That the bathroom? Не знаю. Я вроде все Weren't you gonna drink your читать. coffee, Mr. Nash? Типа, You're not incontinent, are you? Mr. Nash, do Не you знаю. have a problem? Is it an age thing, or did I just hit you too hard in the kidneys? If that's the problem, then I apologize, Mr. Nash. I tried not to hit any vital organs. Ah! жестко. Жестко. Очень жестко. Новая метла, достижение получено. Не зро Тубе, красавец. Не зро Тубе, нихер стебаться было. Угу. Так, последний день. Ну, понеслась. 520 in progress. Банк Шарпов, да, пожалуй, больше захотел взять кредит на убийство собственной жены. На 40 лет брака она мне ужасно надоела. А вам ведь без разницы вы всяким кровопийцам кредиты даете? Спросил он, оспорил он с банковским клерком, когда пожилому мужчине окончательно отказали в оформлении кредита. Он устроил скандал, спустил штаны, чтобы показать, где именно он хотел вертеть.
Чё? Сейчас я Рутоне что-то пущу. Так, продолжить. Где он именно хотел вертеть лицемерную банковскую систему. Жестко. Бельмонт, ты пошел выполнять. Не зро Туби, какая дичь ди. 538 in progress. Бедша третьего убили. Сука. Да. Заломай давай. Я знаю, ты сможешь. 520 complete. Нормально. Переговоры качать надо. Да, Венди Пердо услышала два громких выстрела на улице и боится, что в дом сейчас ломятся бандиты и убьют ее и с мужем. Что-то не кажется, что это хлопушки. Дети развлекаются. Code I. То есть интеллект. Кто у нас мозговитый? Так это не... Это подождет. Берч третий. Давай. На выезд. In progress. Так, детский сад. У женщины украли коляску, пока она с плачущим грудным ребенком на руках забирала старшего сына.
из детского сада. Я буквально на секунду отвернулась, помогла Кристоферу повязать шарф и коляска испарилась. С переговорами мало ли что. Ну и пусть сильный чувак поедет. Так, а здесь красота быстро идет. Мужчина, похожий на наркомана, он катит перед собой детскую коляску. Что выбирать? И тем. Давайте включим сирену. Так, коп включил сирену на патрульном мужчине. Мужчина бросил коляску и побежал в узкий переулок. Не зро Тубе, у тебя там сообщение висит, прочти уже его. Я даже там дал. Давай, есть, красавцы. Ложная тревога. 577 in progress. Это... Бармен пожаловался на старика-инвалида, который стоит возле входа в его бар и продает самодельный алкоголь. Всем желающим будьте с ним осторожнее, мне кажется, он лишь прикидывается инвалидом, сообщил бармен. Бельмонт. И этот... Ой, нет. Давай. Все, час ночи. И уже ничего не будет. Так открыть расследование. Не зро Тубе, читай сообщение, интересно же. Не, читаю. А вот чувство безопасности от Джон Элмер. Мистер Нэш, приятно, что ваши ребята оперативно начали расследование по моему заявлению. Не так уж и плохо работает полиция в Шарфуте, как все говорят. Я человек не бедный, но копа у тебя... Но когда у тебя крадут что-то из дома, то похищают самое ценное.
чувство безопасности. Сегодня они взяли твой видик, а завтра силой возьмут твою жену. Понимаете, о чем я? Я не могу этого допустить, поэтому я готов приложить все силы, чтобы правосудие свершилось. У меня небольшой бизнес по установке водопроводных систем в домах. Проще говоря, мы ставим туалет там, где хозяевам приходится бегать по своим делам на улицу. Вот его. Чё? Вот что я предлагаю. Вы отправите на это расследование своих лучших людей и раскроете его. А взамен я установлю новенькие туалеты всем копам в участке. Вы даже не представляете, как ребята будут благодарны. Думаете, им нравится морозить себе задницу на улице, особенно когда ночью это же тот самый, которого мы отшили. припечет. Ну, наверное. Скорее всего. Так, кому ведьмачего, ведьминого смогу накричить, старик-инвалид и трясет в воздухе костылем. Любого калеку превратит в человека. Возле него собрались люди, желающие купить самогон. Ломай. Ведь силы достаточно. Хорош. День кончился. Но мы вроде неплохо так провели этот день. Вроде только одну миссию завалили. Да, 15 крышек. Нормально. Что мы будем покупать? О, Стокман за 15. 700. Эти 700 этого профессионализма. Охренеть. Так, Стокман. Это... Нет. Вот это. Вот это. Розенкранц. Музыка. Спурлок. Мурадян. И вот этот. ЮТУБЕ, мне чем-то Fallout напоминает. Какой? Шелтер который? Ну, по-моему, 10 копов. Завершаем день. Сейчас, наверное, закончим эту серию. Да, закончим серию.
Ладно, ребята, спасибо всем за просмотр, за комментарии, спасибо зрителям. Вот смотри, вот спрошу тебя, как у тебя такое оформление, то есть наверху всякие эти, как его, ну, копилка и сколько зрителей. Нормально в верхнем углу, в верхнем правом углу. И вот это вот, еще у меня вопрос. Вот это топ за стрим и нет доната убрать или оставить? То есть у меня настроено, если будут донатить, у меня будет выскакивать, кто задонатил вот с левого угла будут выскакивать эти постоянные оповещения. Там я настроил, по-моему, на максимальное оповещение. То есть о подписчиках будет этот, как его, оповещать о донатах, ну и так далее. И будет оповещать в левом углу. А вот этот топ за стрим не доната можно же убрать или оставить. Просто топ за стрим это будет самый большой донат за стрим. Точнее, человека, который отправил в сумме самый большой донат за стрим. Вот. То есть... Не зро ЮТУБЕ, сделал бы счетчик и сбор поменьше, а топ за стрим в топку. Так, счетчик и сбор поменьше, окей. Сейчас. А этот в топку, я понял тебя. Я тебя понял. В топку. Так. Ай, сука. Не то нажал. Так. Так. Сбор. Вот нашел. Сбор, так. Поменьше. Вот смотри, как тебе вот так. И количество подписчиков тоже поменьше. Сейчас. Сбор. Вот так получается. Ну вот примерно. Не зро ЮТУБЕ, ну тип топ там КПО находится и ждет лучших времен. Что? Не, я понял. Не, в принципе, ты прав, то что все равно мне не получилось нормально установить топ за стримы, топ. Я вообще хотел топ за стримы и топ за месяц поставить, но у меня почему-то не вышло. Я хз почему. Не зро ЮТУБЕ, вот так лучше. Не зро ЮТУБЕ, 110 из 10. Ну это я так, я оставлю на все будущее. То есть, ну, видно же, на что коплю, и видно, сколько я, сколько, только подождите, надо кое-что сделать. А то я вижу,
кое-какие косячки. Как сбор. Так. Ну, вот так, примерно. Нормально уже. Ну, короче, я тебя понял. Спасибо за подсказку. Просто я почему-то думаю, что этого на что коплю при меньшем размере не видно. Сейчас даже я на телефоне смотрю, вроде все видно. Короче, спасибо за подсказку. Спасибо. Я говорю, у меня основное помещение с левого края. Все помещает. Плюс в чате видно, кто что там сделал. Ладно, спасибо за стрим. Всего вам наилучшего. Всем удачи, всем спасибо и всем пока.